Сегодня мы разберем 358 главу манги Черного Клевера, которая вышла, наверное, одной из самых жестоких глав за последнее время арки. Просто тучу эмоций вызвала у меня эта глава. Даже Мерио, которая как обычно была веселая и приподнятая духом, но в конце ее глаза просто пылали ненавистью. Впервые Мериолеону загнали в настолько жестокую ситуацию. А еще появилась информация, что мы не увидим Асту еще целый месяц. Ведь у него сейчас есть дела куда важнее. Да, это печально, но об этом мы поговорим подробнее далее в ролике. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 358 глава манги Черного Клевера. Переводил ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете уже по ссылке в описании, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Как и говорил Морген, следующей целью паладинов стала Мериолеона, которая сражалась с ранее поверженным Моррисом. Это эдакий колдун-ученый, что он даже с частью силы Люцифера был очень опасен, а теперь так вообще представлял огромную угрозу. Ведь буквально в мгновение ока противник в соприкосновении в бою разрушил руку нашей огненной львицы. Но и Мерио удивляет. Ей отрывает руку, а она, как ни в чем не бывало, воодушевляется, принимает обличие воплощения адского пламени и создает себе огненную руку из своей же собственной маны, после чего ринулась прямиком на противника. Интересно только то, почему она изначально не активировала этот облик, ведь сделая бы она так, смогла бы тогда оставить свою руку при себе. Хотя, возможно, автор специально лишил Мерио руки для того, чтобы показать, насколько же сильный ей попался противник. Ибо ранее, какие бы враги ей не попадали, сколько бы ни избивали, но конечности в начале боя ей еще никогда не повреждало. Это показывает, что ее оппонент действительно очень сильный, а наша огненная львица из-за своей огромной силы, видимо, позволила себе немного расслабиться, за что и поплатилась своей левой рукой. Но вот что я еще хочу вам сказать. Видите вот эту фразу? Но естественно мало кто сможет понять содержимое, а ведь согласитесь, интересно узнать ее перевод или посмотреть анимку с озвучкой первоисточника. Так почему бы тебе не записаться в онлайн-школу японского языка Mori Japan, где твоими учителями будут оригинальные аниме-персонажи, диалоги и лексику которых озвучил носитель японского языка. Для старта обучения тебе нужно всего лишь желание, ведь курс рассчитан на нулевой уровень знаний. Благодаря видеоурокам и структурированному материалу здесь ты изучишь чтение, написание азбуки хитагана, катагана и 60 иероглифов. Поймешь, как строить самые часто используемые фразы и предложения, или можешь записаться на индивидуальные занятия, в которых тебе помогут разобраться с твоими вопросами. А уже через 3 месяца обучения ты сможешь начать разговаривать на японском языке. Для чего тебе это нужно? Ну, кроме соответственно аниме и манги, это откроет тебе дорогу для путешествия в Японию. Сможешь сдать международный экзамен по японскому языку Нихонгу Норёку Сикен. Если продолжишь обучение, сможешь поступить в японский вуз или трудоустроиться в Японии. Авторы курса Юлия Мори, востоковед с самым высоким уровнем владения японского языка Нихонгу Норёку Сикен N1, а также японец Такута Мори. Так что за правильность поданной информации не стоит переживать. Записаться сможешь по ссылке в описании, а также не забудь заглянуть и на другие ресурсы Mori Japan. Но несмотря на то, что Моррис это безумный ученый из королевства Алмаза, и за свою жизнь он уже успел повидать много всякой херни, но даже ему было тяжело поверить в то, что существует человек, тело которого смогло очень сильно приблизиться к самой мане. Так и еще, помимо того, что она смогла создать себе и поддерживать мана-руку, Мериолеоне хватило сил, дабы отбивать атаки оппонента. Но Морриса эта ситуация совершенно не пугала, ведь его восстановление щупалец и способность разложения были
гораздо быстрее, чем у львицы. А вдобавок дезинтеграция или разложение, та самая способность, которую, по словам Морриса, подарил ему лорд Люциус, позволяет ему разрушать все, к чему прикоснется его руки-щупальца. Его даже заклинание Юна не пугает, ибо он наглядно словил один из манообразов фей Неверленда и разрушил его, демонстрируя свою разрушительную силу. Кстати, у этого безумного ученого собственная магия реконструкции и так имеет схожее свойство с той способностью, которую он получил от Люциуса, ибо что та, что это, обе умеют разрушать объекты, а его собственная магия может еще и перестраивать что угодно. Так и еще, теперь он может свободно аннигилировать магию врагов, ему лишь стоит только к ней прикоснуться. Интересно, прикоснувшись к антимагии, почувствует ли он отчаяние, поскольку его магия не сработает на том, что создана, чтобы разрушать все, что связано с магией. Но даже так, без шуток, Моррис с новой силой дьявола лишь только усилил свои способности, и скорее всего Люциус подобрал для него очищенную душу дьявола с определенной силой, чтобы его магия смогла стать еще более разрушительной. И именно поэтому, не чувствуя опасности от Мерио, противнику было интересно, сколько же времени она еще сможет продержаться в таком темпе. Поскольку даже несмотря на ее облик адского пламени, способности Морриса все еще могут действовать на нее, что отчетливо видно по появившимся ранам буквально за несколько секунд после активации облика. Особым удручающим фактом стало напоминание о том, что данная огненная форма Мериэлионы наносит огромный вред ее телу, и если бой будет слишком продолжительным и интенсивным, тогда ее тело может попросту раствориться в мане и исчезнуть. Однако ей было все равно на эти последствия, она будет сражаться до последнего, поскольку у нее была некая догадка насчет противника, но об этом поговорим немножечко позже. Показали также и самого Фуэгулеона, который на пару с огненной саламандрой пытался противостоять марионеточным ангелам Люциуса, но хоть успехов каких-то он не достиг, однако народ поддерживал его и всячески желал ему удачи в сражении и ждал его победы. Вот только лучше бы они так поддерживали Мерио, которая сейчас противостояла оверсильному противнику, способному со многих направлений разрушать все, к чему он прикоснется. Его атаки нужно отбивать, защищать боковые и задние фланги, и при этом всем его смертоносные щупальца регенерируют с чудовищной скоростью. Как раз таки отряд багровых львов и сам Фуэгулеон понимали свою ничтожность перед Мерио и задавали себе вопрос, а смогут ли они вообще что-нибудь сделать? Ведь даже с бафом Юна они все еще не могут сравниться с силой врагов. И что тут говорить, если даже дела Мериэлионы сейчас были плохи, ибо произошло то, о чем я как раз и говорил. Пока она разбивала атаку противника перед собой, Моррис зашел сбоку еще и с разных направлений. Уклониться в ее случае уже было невозможно. Поэтому ей на помощь выдвинулись те самые рыцари Багрового Льва, которые не знали, как помочь Мериэлионе. Единственный, кто среди них здесь действительно может противостоять противнику. Эти двое решили защитить ее, подставившись под удар и пожертвовав своей жизнью. Единственное, что они хотели передать своей госпоже, так это желание сокрушить врага и спасти свою страну. И вы просто посмотрите, как быстро меняется выражение лица Мерио. Она сначала была шокирована таким поступком своих товарищей, а потом ее вовсе охватила злость. Ведь они погибли по сути лишь для того, чтобы она смогла отбить очередную вражескую атаку. Это очень жестко. Мериэлиона просто в ярости. Львица заявляет, что во что бы то ни стало, она убьет его. А весь этот источаемый боевой дух подхватили и другие рыцари, которые решили стать живым щитом для своей госпожи, чтобы она смогла сокрушить противника. Картина своей жестокостью просто поражает воображение. Маги, бросившиеся под атаку врага, становились жертвой разложения, после чего их добивала сама же Мериэлиона, прибиваясь все ближе к противнику. И вы только представьте, насколько тяжело ей было это сделать, ибо даже несмотря на ее чересчур жесткий и самоуверенный характер, уверен, что идти по головам товарищей дело вовсе не из приятных. Морриса же наоборот забавляла эта картина, ведь она же по сути сжигала своих же союзников, и противник наоборот был ей благодарен за то, что она так эффективно помогает Люциусу уничтожать людей. Однако, по его мнению, их самопожертвование никак не спасет ситуацию,
регенерацию, поскольку их участь будет одинаковой. С помощью его силы они рассыпятся, а после Люциус воскресит их в новом равноправном мире. К этому моменту Фуэгулион начал догадываться о стратегии своей сестры, говоря, что какими бы ни были разложения и регенерация тела врага, это никак не может быть бесконечным, и даже у такого монстра, как он, должны быть свои лимиты. И так и есть, в одном из фреймов бесконечных атак львицы было видно, что его регенерация начала давать заднюю. И как только Мериалиона это заметила, она тут же ринулась к противнику, проходя сквозь многочисленные ранения. Однако ее это не останавливало, ведь сейчас был самый лучший момент для контратаки, ибо чем дольше она находилась в форме воплощения адского пламени, тем сильнее становится ее огненная мощь. А раз уж противник дал слабину, терять эту возможность было нельзя. После чего, подобравшись к Моррису, Мериалиона атакует его своим новым заклинанием Чистилище Кладиус Брациус, пылающая рука, говоря, что она отомстит за своих погибших товарищей, испепелив его живьем. Фух, наша огненная львица сейчас готова сжечь его прямо на месте, и это неудивительно после того, что она пережила. Но вот что насчет Фуэгулиона, он хоть немного продвинулся за эти почти 1,5 года, а то среди обладателей стихийных духов он и единственный, кто еще не достиг святой стадии. Да что уж там говорить, его сестра без саламандры и прочих плюшек выглядит куда сильнее его. Я представляю, если Фуэгулион, так же как и его товарищи, пожертвует собой ради сестры, и его огненная саламандра перейдет Мерио, что позволит ей стать в разы сильнее. Но выглядит это все, конечно, жестоко, однако из тенденции последней арки убивать всех и вся не выбивается. Что же, эта глава вышла действительно жесткая и впервые показала нам Мерио в ярости, а не как обычно кайфующую от сражения. Но даже ее контратака не вызвала у противника ужас, и скорее всего это потому, что сейчас его оппонент был у него на расстоянии вытянутой руки. А это как раз самое то для его старой и новой способности. Так что новая глава может начаться не с цветочков, а со смерти Мериалионы. И мне бы не хотелось, чтобы это произошло, поскольку за ее жизнь чуть ли не полотряда багровых львов полегло, и как-то не хочется, чтобы их жертва была напрасной. Теперь же поговорим о том, что мы не увидим Асту целый месяц реального времени. Дело в том, что Клевер ходит с этого момента на месячный перерыв и вернется только аж в 25-м журнале Джампа, а то есть 22 мая. Связано это с загруженностью Табаты, автора манги, ибо ему предстоит помогать в разработке тома 23.5 Черного Клевера, который будет приурочен к выходу фильма Меч Короля Волшебника 16 июня. Ему нужно здесь будет наблюдать за работой и помогать рисовать иллюстрации, а также ему предстоит нарисовать обложку 35-го тома, так и еще подготовиться к рисовке 28-й обложки журнала Джампа, который выйдет 12 июня. Так что перерыв вызван скорее всего сильной загруженностью автора, и из-за месячного перерыва у нас целый месяц не будет продвижения сюжета, а значит и возвращения Асты. Вот такие вот дела. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.